Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, и не просто о вещах, которые есть в вашем доме или квартире, а к тому, к чему приводит накопление старых вещей, почему нужно от них избавляться и какие вещи способны принести вам проблемы. Это и не только далее в этом видео. Вы знаете, мы очень часто окружаем себя старыми вещами, которые не используем уже на протяжении долгого периода времени, думая о том, что, возможно, они когда-то еще нам пригодятся. Но на самом деле мы этим только мешаем циркуляции энергии вокруг нас. Поэтому очень важно научиться вовремя выкидывать старые вещи, и этим вы освобождаете вокруг себя место для чего-то нового, что обязательно придет на их место. Есть очень простой закон, что для того, чтобы пришло что-то новое в вашу жизнь, должно уйти что-то из старого. Также старые вещи, которыми вы не пользуетесь на протяжении долгого периода времени и которые припадают пылью, они притягивают к себе все негативные и неблагоприятные энергии. А вот для светлых и положительных энергий доступ просто перекрывается, что приносит человеку немало проблем и неприятностей. Еще надевая или используя старые вещи, мы таким образом сами возвращаемся в прошлое, а оно не всегда у нас с вами светлое, и многие из моментов нужно было бы отпустить для того, чтобы получилось вам двигаться вперед. А мы, используя их, только и делаем, что возвращаемся назад и тянем за собой весь груз из негатива. Соответственно, ни о чем новом и думать нам не приходится. Также это все притягивает и различные эмоции, которые способны влиять на наше энергетическое поле, которое нас окружает. И если при этих воспоминаниях вы еще испытываете какие-то негативные эмоции, тогда вы перекрываете каналы для поступления нужных вам энергий. Поэтому это все также формирует то, что мы будем притягивать, и в результате вы никогда не сможете добиться того, что вы планируете, а к поставленным целям придется идти через многие преграды. Но в результате все равно получится не так, как вам хотелось бы изначально. Если вы думаете о том, что не нужно избавляться от старых вещей, так как если вдруг у вас не будет денег, то вы не сможете купить что-то новое, и нужно тогда будет использовать то, что у вас есть из старых вещей. Знаете, этим вы только настраиваетесь на то, что такой период обязательно придет в вашу жизнь. Вы притягиваете его и отталкиваете тем самым денежную энергию, что в результате притягивает к вам бедность. Вы должны научиться мыслить абсолютно в противоположном направлении. Например, если у вас произойдет так, что на каком-то этапе будут затруднительные денежные поступления, то нужно думать о том, что вы обязательно найдете выход из сложившейся ситуации и сможете заработать пусть небольшую сумму денег, но все же, а на них сможете купить пусть немного, но новых вещей, что в дальнейшем обязательно приведет вас к тому, что вы будете получать больше и больше денег и сможете продолжать покупать новые для себя вещи. В каждом доме на протяжении определенного периода времени скапливается больше и больше вещей. И чем старше человек возрастом, тем больше вещей он накапливает, что в результате вообще перекрывает доступ энергии в дом. А особенно если люди любят скупать вещи без раздумий. Это приводит их в результате к энергетической гибели, так как количество ненужных вещей начинает притягивать настолько сильный негатив, что в результате начинает разрушать биополе данного человека и даже всех тех, кто его окружает, и с каждым днем приносит все больше и больше вреда. Жизнь такого человека в результате начинает разрушаться. У него начинают появляться проблемы во всех сферах жизни. Может даже произойти потеря работы и даже, возможно, распасться семья. Поэтому, чтобы к этому всему не допускать, не нужно бездумно скупать различные вещи.
Также вовремя всегда избавляйтесь от старых и отслуживших вещей. Ваш дом должен быть свободным, шкафы не должны быть забитыми. Только так энергии будут циркулировать по вашему дому и проводить энергетический обмен, который не позволит застаиваться энергиям и этим приносить вам вред. Вы знаете, что каждая вещь имеет свою энергетику, и если много этой энергетики скапливается, то такие вещи начинают и в результате подавляют своего хозяина. Можно сказать, делают его своим рабом, меняют его мышление, и в таких случаях человек не пытается думать о том, что ему нужно освобождать место, а думает только в таком направлении, что им нужно еще больше и больше накапливать вещей, что в результате переворачивает жизнь таких людей в полной мере, и вернуть ее уже в начальное русло не будет возможности. Также в доме, в котором много вещей, никогда не бывает чисто, и в нем нельзя навести порядок. Они начинают распространяться по всему вашему жилью, что не только начинает создавать неудобства, но и притягивает энергии, которые отрицательно начинают сказываться на здоровье. Если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что тот, кто из ваших знакомых привык к бездумным покупкам и не умеет вовремя избавляться от вещей, имеет целую кучу неприятностей, а особенно страдает от головных болей, проблем со спиной, с ногами и многое-многое другое. Вещи, они отображают внутреннее состояние каждого человека. Можно сказать, что это своего рода психологический портрет. Часто такие люди не могут собраться с мыслями, решить, что для них важно, выбрать для себя правильный путь. Начинают растрачивать свои энергии в разных направлениях и в результате не могут ничего добиться. Такой человек привыкает к беспорядку и на подсознательном уровне, даже когда у него происходят приятные события. Они пытаются внести дисбаланс и от этого избавиться. Часто такие люди, вместо того, чтобы избавить себя от этого груза и попытаться что-то изменить, начинают оправдывать себя и говорят, что у них просто на это нет времени, нет денег, возможностей. Но на самом деле у них просто нет желания что-то менять, их все устраивает. И негатив просто уже настолько въелся в их жизнь, что их стало все устраивать. Они не избавляются уже от старых вещей, так как мышление ставит блокировку, и они боятся, что, выкинув старые вещи, они останутся без ничего. Большое количество вещей, которое способно окружать, в результате начинает давить на подсознание, что в результате мешает хорошо отдыхать и высыпаться. Пропадает настроение и появляется депрессия. А часто бывает и такое, что вещи заполняют все свободное время человека. Его даже перестает интересовать что-либо вокруг него. И таким образом вещи начинают заменять живое общение с людьми. Часто люди думают не в том направлении и считают, что чем больше вещей они купят, тем больше повторят покупки за другими, тем благополучнее, зажиточнее и успешнее будет их жизнь. Но на самом деле это совсем не так, ведь на это все просто растрачивается ценное время и энергия, и упускается возможность добиться чего-то большего, выбрать свою особую дорогу. Посмотреть мир и получить от этого не только положительные эмоции, но и энергетический обмен и привлечь в свою жизнь что-то особое, то, что больше ни у кого нет и быть никогда не сможет. А когда человек понимает, что шел по ложному пути и выбрал совсем неправильную дорогу, он начинает оглядываться по сторонам и видеть вокруг себя шкафы, забитые вещами, и только тогда он начинает понимать, что прошли неправильно выбранный путь, который ничего хорошего им не принес, а отобрал все то, что они могли получить. Мало ли того, что так еще и отслужившие старые и ненужные вещи, глядя на них, вызывают уныние, негативные печальные эмоции, создают сплошной дискомфорт во всех направлениях. Перекладывая такие вещи с одного места на другое, человек теряет на это очень много времени, которое мог провести с пользой для себя. Создать что-то новое, запустить нужные энергетические потоки и сделать для себя полезное открытие.
Даже когда вроде и мысли начинают доходить до того, что нужно начать избавляться от таких вещей, человек постоянно это откладывает на потом и на потом, так как не только не может перейти через этот энергетический рубеж, но и морально и физически также тяжело от них избавиться. Так как, во-первых, на это потрачено много времени, сил и жизни, а во-вторых, этот негатив уже за все настолько заплетает, что от него избавиться становится практически просто невозможно. Если вы чувствуете, что вас это одолело, и вы на самом деле решите и хотите что-то изменить в своей жизни, начните действовать. И первым делом вы должны освободить обязательно свою голову, направить мысли на что-то положительное и решить для себя, что вы готовы без поворота начать менять свою жизнь в лучшую сторону. Проделав это, нужно вынуть все вещи со шкафов полностью. Первым делом отберите вещи, глядя на которые вы начинаете испытывать негативные мысли. Соберите их все вместе и вынесите на улицу и без сожаления сожгите. Как только вы сделаете этот первый шаг, вы сразу ощутите, что вам по приходу домой станет легче даже дышать. Выждите несколько дней, переберите вещи, которые вы не любите, которые купили, возможно, в спешке, на распродаже и сами не понимаете, зачем вообще это сделали. Раздайте их нуждающимся людям. А вернувшись домой, откройте все окна и запустите в дом свежий воздух. А с ним придут и положительные энергии, которые заполнят те места, где старые вещи накапливали негатив. Выждите еще несколько дней, переберите еще свои вещи, выставите их на продажу, не останавливайтесь. Чем больше места вокруг себя вы освободите, тем больше чего-то нового придет в вашу жизнь и изменит ее обязательно в лучшую сторону. Чтобы убрать негативную энергетику из дома, вам нужно подготовить для этого свечу. В первой половине дня купите красную свечу, а когда придете домой, подержите ее под проточной водой. Затем положите ее на подоконник на белую салфетку, чтобы на нее попадало солнышко. Затем подержите ее в соли и постарайтесь обмазать маслом лаванды. И далее обязательно приступите к чистке. Обойдите весь ваш дом с этой свечой. Откройте все шкафы и при этом проговаривайте следующие слова. Все ошибки осознала, больше негатив возле себя не держу, а его прочь гоню. Негатив, чем дальше от дома моего уходи и обратно никогда не приходи. Положительной энергии вас приглашаю и дом заполнить собой свою призываю. Жизнь мою в лучшую сторону измените, мне помогите. Проделав это, вы увидите, как у вас начнут происходить положительные события, у вас улучшится настроение, у вас уйдет депрессия, а счастье и удача станут вашими спутниками жизни. Не допускайте скопления ненужных вещей вокруг вас, для того, чтобы не ухудшать свою жизнь и не лишать себя положительных эмоций, а с ними и приятных жизненных моментов. Чтобы не думать потом, как все вам исправить, лучше ни в коем случае этого не допускайте. Даже если вы сейчас скажете о том, что у вас нет времени, нет желания, нет возможности перебирать ваши вещи и уделять этому внимание, помните, вы сами строите свою жизнь, вы сами корректируете свою судьбу, и только от вас зависит, готовы ли менять вы в своей жизни. Возможно, вы видели Плюшкиных, которые постоянно что-то собирают, что-то приносят домой, перебирают, что-то новое создают и так далее. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, когда это идет складывание в доме, в квартире, это негативная энергетика, которая накапливается, накапливается, накапливается. Задайте себе вопрос, нужна ли вам такая жизнь? Маловероятно. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно заходите на наш канал, у нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Обязательно ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео интуитивно, которое вам больше интересно, и смотрите. Там много полезной, важной, нужной для вас информации. Всех любим и услышимся в следующем видео.